Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Ваше ближайшее будущее. Второй расклад на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем через карты, через их подсказки, как видят события ближайших дней для вашего знака зодиака. У нас сегодня две колоды. И обе об ангелах. Первая – поддержки патронажа ангелов, а вторая колода, точнее, это оракул. Спроси у ангела. И мы спросим с вами совет. Достанем, откроем карту в конце нашего расклада. При этом, конечно, будем реалистами, всегда говорю об этом. Любой прогноз не расскажет о том, что вы чувствуете, или перипетиях, тонкостях вашей жизни. Но если допускать альтернативный вариант развития событий, хотя бы, так продумать, да, у нас у каждого есть план. Я даже про себя говорю, всегда есть какой-то план или какая-то стратегия. Но ведь очень часто, увы, какие-то обстоятельства вмешиваются, нам приходится вот именно или корректировать, а порой и отказываться. По крайней мере, через расклады где-то мы стараемся их посмотреть с позиции позитивной психологии. Мы не выносим вердиктов, мы допускаем развитие именно какой-то ситуации, немножко не тем образом, как мы это предполагали. И задать себе вопрос, что я буду делать. Это значит очень сильная позиция, потому что сложно вас тогда будет застать врасплох. Я оставлю в инфобоксе ссылки и как видео, так и на свой сайт. Планетарные гороскопы, есть статьи по психологии. Мы идем дальше. Что важно знать на неделе? Возможно, сфера жизни или ваша энергетика, как видят карты, со 2 по 8 сентября. Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что вам будет помогать, мои дорогие водолеи? Что скрыто? Может быть, вы чему-то не придаете значения. Или кто-то скрывает. Узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Это и учеба, и документы, и какие-то согласования. Все то, что по рационализму и логике идет. Вторая карта по сферам жизни у нас энергия денег. И третья – личная жизнь. Достану сразу карту «Совет» для водолеев со 2 по 8 сентября. Что вы, карты, подскажете? Какой совет дадите моим дорогим, любимым водолеям на неделю? Итак, что же будет важно? Знаете, какой-то процесс у вас завершается. Вообще, это карта Возрождения, 20-й старший аркан. Поэтому вы многие позиции свои можете словно переоценить, передумать, что-то реструктурировать. Скорее, тут будет желание видеть уже какой-то последовательный, дальнейший ваш путь. И как и вот эта самая коррекция может проходить на этой неделе. Либо, знаете как, оценить собственные возможности. Карта нас приглашает не оглядываться назад, потому что возрождение прошлое не имеет значения. Какой-то, может быть, процесс или... Может быть, у кого-то и в личной жизни, у кого-то по работе. Ведь нам не говорят, старший аркан, что, в чем это происходит. Но именно вы что-то уже завершаете. То есть какая-то, как жизненный этап или какая-то история словно заканчивается. Неожиданности. Это очень добрая, кстати, карта. Когда мы уже, знаете, словно от груза прошлого освобождаемся. Это вот... Есть выражение «чемодан без ручки» или «мешок с камнями за плечой». Вот мы это все сбрасываем. Поэтому балласт какой-то уходит. Королева Земли или королева Пентаклей – это та, которая добрый человек, но это еще и практик. Именно королева Пентаклей, если в неожиданностях, это не есть сама по себе неожиданность, но, может быть, кто-то из вас познакомится с таким человеком или познакомился недавно. Но это те люди, на кого мы можем рассчитывать или на кого мы можем положиться. Это те, которые где-то прочно стоят на земле или умеют сказку сделать былью. Но если мы про вопрос, когда мы что-то организовываем по-новому, вот как раз из хаоса королева Пентаклей создает порядок. Или королеве Пентаклей очень свойственно достигать своих намерений и целей. Сначала она эту цель формирует в ментальности, после она переводит в практику. Вот что-то подобное.
то, что вы с прицелом на такое далекое, я могу предположить, будущее, вы будете воплощать в жизнь или как-то организовывать свою жизнь по-новому, с учетом каких-то обстоятельств. Или, может быть, есть, даже если какое-то знакомство, значит, вы будете тоже, скорее всего, продумывать, мои дорогие водолеи, если новое, мы говорим даже знакомство. Это может быть человек, который несколько в других энергиях, чем вы, который более основательный. И вам он может быть очень интересен именно за счет таких своих качеств. Вы или кто-то из вас может определить для себя, что ну вот да, и мне он интересен, потому что у меня такого как будто нет. Это когда мы друг друга дополняем. По этой карте проходят иногда и наши близкие. Я имею в виду именно или партнерские отношения в личной жизни, или даже то, что где-то мы меняем статус. Может быть, была какая-то дружба, а теперь на этой неделе вы будете обдумывать и не перевести ли нам уже наши отношения на другую ступень. Но могут быть и какие-то известия по части денег, по части работы или по части вашего бизнеса. Но это не есть сама по себе неожиданность. Это как раз больше, когда мы что-то структурируем или мы что-то упорядочиваем для того, чтобы для нас было больше определенности, для нас было больше надежности. Это мы занимаемся воплощением, по сути, своей мечты. Но, может быть, в неожиданностях какие-то тонкие нюансы будут появляться на этой неделе, даже по вопросам быта. Или улучшить ваше жилье, сделать его более комфортным. И это где-то тоже проходит по королеве Пентаклей или королеве Земли. Чему сейчас не время? Оставить какой-то прежний проект и посвятить себя своему новому какому-то проекту. Или отказаться от ранее каких-то, вот, может быть, были у вас уже в чем-то начинания. Тройка Земли – это не такая большая карта, но это карта, когда мы учимся. Учимся, потому что чувствуем в себе какой-то талант. Может быть, если было прежде что-то вами начато, не торопитесь это оставлять и переключаться на какой-то, ну, вас заинтересовавший новый проект или какое-то предложение. Вот какая-то более надежная последовательность событий у вас определенно должна быть. И вы знаете, что вам может помешать? По сути, ведь ничего не мешает. Ну, разве что, когда вы можете загореться. Ну надо же, я вот всегда мечтала или мечтала попробовать себя в этом деле. Все, я оставляю там то, что занималась чем прежде или занимался, и я теперь буду себя посвящать именно вот чему-то новому. Вот и такому не время. Попробуйте и не оставляйте что-то из прошлого. То есть как-то совместить нам больше карты предлагают. И не отказываться все же от того, что вы хотите осуществить, от своей мечты, намерений, целей, потому что 20-й старший аркан – это момент перехода между прошлым и будущим. Но, видимо, есть какой-то опыт, мои дорогие водолеи. Вы его тоже не можете вот как крест поставить и перечеркнуть. Есть что-то доброе, хорошее, полезное, что стоит взять с собой в будущее. Каким-то образом вам это пригодится, что вам будет помогать. Карта императрица. И вот все те энергии, которые я перечислила по королеве Земли, удваиваются, утраиваются по карте императрица. Это символ нового «я». Да, мои дорогие мужчины, допустим, это для вас может быть какая-то очень важная женщина в вашей жизни. У кого-то это любимая женщина, у кого-то может быть и мама, у кого-то и руководитель. Ну, тут по-разному. Но это те люди, которые нас поддерживают, те, которые к нам относятся по-доброму, искренне, которые, ну, где-то мудро могут дать нам и тот или иной совет. Но и вам, даже если вот мужчины мы говорим, закончу мысль, вам предлагают быть в энергиях какой императрицы. Мы не рассматриваем по полу карта. Так вот, императрица – это та, ну, где-то участие, доброта, безусловно, какая-то креативность, то есть что-то мы создаем. Императрица своими руками именно тоже что-то создает. Она рассчитывает сама на себя. И это более добрые энергии, которые построены больше на диалоговой форме. Нет монолога. Более мягкие энергии. И это вам где-то тоже помогает. А для моих дорогих девочек, это вы сами. Это ваша новая, как энергетика, создать новый творческий проект.
для себя, допустим, развить какое-то направление, как больше заработать денег. Все-таки императрица финансы тоже перекликаются. Кто-то из вас может узнать, я жду ребенка вот на этой неделе, и такое может быть. Или вы будете заниматься обустройством дома. У вас сильная позиция, мои дорогие. Но эту энергию нужно приложить очень правильно. Нам карта, повторяюсь, говорит, надейся сам на себя. У тебя сейчас возможности большие. Именно организовать свою жизнь по-новому. Но где-то и опыт тебе, может быть, прежний помогает в том плане, чтобы не наделать ошибок. Или в каком-то деле вы специалист прекрасный. И тоже нельзя это перечеркнуть. Но и в то же время добавить каких-то навыков, возможностей или своей мечты, мои дорогие, и воплотить это в жизнь. Нет ничего невозможного. Прекрасно. У кто-то может, кстати, получить предложение руки и сердца. Или мужчина, это вы будете делать такое предложение. В позиции, что скрыто, мелкая карта, пятерка воды. И очень такая красноречивая. И обратите внимание, ангел стоит, словно утешает. А девушка наша боится открыть глаза. Ей кажется, боже мой, я увижу такую картину. Нет, я не могу открыть глаза, я боюсь это увидеть. А мы смотрим с вами так хладнокровно со стороны на эту карту. Поэтому не ищите черную кошку в темной комнате. Не добавляйте себе мрака в свою жизнь. Где-то в себе не сомневайтесь. Если есть какая-то апатия, то, прогоняйте ее, добавляя больше позитива в свою жизнь. И если какая-то история из прошлого, 20-й старший аркан, ведь он нам говорит, ты вообще не оборачивайся назад, особенно в тех вопросах, делах или эмоциях, мои дорогие. То, что тебя выбивает из колеи, то, что тебе мешает жить, то, что тебе не способствует уверенностью, хорошему настроению, мои дорогие. И открой вообще глаза и увидь, что реальность, она совсем не такая, как ты себе это рисуешь. Что есть как раз какая-то возможность. Вот у нас 2 кубка и пакет с молоком. Подумаешь, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Эта фраза принадлежит Клаудио Пиньейро. У кого-то это можно воспринимать как совет, если была какая-то грустная история в личной жизни. Хватит сожалеть. Идем дальше. Дело, работа, бизнес, девятка жезлов. И все то, что я сказала, перечислила по верхним картам, нам как раз и говорит девятка. Девятка, во-первых, по нумерологии это преддверие перемен. То есть вот эта ситуация, которая у тебя сейчас, еще будет что-то развиваться, меняться, обстоятельства, ситуации какие-то будут добавляться. И от тебя где-то ты должен сейчас, ведь это карта великой мощи в герметической колоде Таро, то есть сил у вас достаточно, но их очень правильно нужно распределить. И здесь две номинации. Первая – действуем, когда нам что-то, безусловно, угрожает. И второй момент – мы направляем на воплощение нашей мечты или то, что мы хотим создать, какого-то проекта. Может быть, то, что способствует вашему прогрессу. То, что вообще вас развивает или служит для вас какой-то перспективой, мои дорогие. Мы реализуем именно свои планы, а не чьи-то чужие. Будет важно не включиться в те вопросы, которые лично вам не нужны. Лично вас, что я имею в виду под этой фразой? Это не есть какое-то эго наше, которое мы выставляем на показ. Нет. Но ведь не секрет, что бывает, люди нас то и дело пытаются приобщить к какому-то вопросу. Может быть, и дело того как бы требует. Но если вы видите, да, есть какие-то либо бонусы для вас, либо это может быть вам полезно для вашего продвижения, тогда этим стоит заниматься. Но если это где-то предполагает из нуля в рогожечку, тогда говорят, у тебя на этой неделе более важные какие-то есть дела, которые именно касаются тебя. И тогда этим делам именно уделить стоит время. Поэтому куда-то мы не торопимся попросту. Не соглашаемся как бы сразу. Если вы подписываете документы, мои дорогие, нужно все перепроверять. Или помнить, что мы можем словно влезть в какой-то проект, а потом в последующем пожалеть об этом. Вот на будущее, на какой-то последующий период вам действительно желательно просчитывать на пару шагов вперед. По крайней мере, на этой неделе все то, что касается документов, дел, работы, учебы или вашего бизнеса. Финансы.
Держи баланс. Карта умеренности, карта компромиссов. Вот, кстати, я могу предположить, что кому-то вы можете сказать «нет». И вполне вероятно, может быть, это даже ваши близкие, и это не есть какая-то там грандиозная история или какое-то важное событие принципиально. Может быть, мелкий вопрос, но тогда это сделать нужно элегантно. Может быть, придется выбирать буквально себя или какие-то свои направления, или организовывать свою жизнь, распределяя время. Так вот, в первую очередь время должно быть направлено, как я уже сказала, на ваши дела, свержения, проекты и на вашу перспективу. И, может быть, по деньгам как раз тут тоже нужно уделить внимание, безусловно, работе или откуда приходят к вам деньги. Какой-то вопрос вы денежный не можете оставить без внимания. И карта не говорит о крупных тратах. Скорее говорит о терпении, о спокойствии. Или вот об этом компромиссе, если вам приходится кому-то сказать, ну нет, денег сейчас вот на какой-то проект нет. Вполне вероятно, и так тоже. Может быть, карта еще и нам говорит о том, что вы должны контролировать себя сами. Может быть, по части трат. Но вы можете еще и пересмотреть эти траты. Потому что что-то нужно скорректировать. И если вы на этой неделе собирались какие-то очень важные приобретения, такие, когда, ну, буквально вы достаете энную сумму денег и что-то оплачиваете такое глобальное, ну, наверное, не торопитесь. Не должно быть какой-то ошибки. Вы должны, повторюсь, все просчитать, перепроверить, может быть, не раз-два, а несколько. И если есть в чем-то заминка, может быть, это как подсказка высших сил, не торопись, остановись. Вот тут слушайте подсказки извне. И если какая-то ситуация, она вроде как стопорится, ну и вы не торопитесь, мои дорогие водолеи. И это может касаться как и работы в чем-то, и по части финансов тоже. Поэтому балансировать придется, быть дипломатом стоит. Личная жизнь. И здесь проходят близкие люди. Король кубков или король воды. Тут как раз сочувствующий человек, тот, который может сострадать. Проходят наши близкие. И, может быть, вопросы вашей семьи, вашей пары, взаимоотношений и какие-то, может быть, вопросы, связанные с вашими родственниками. Но здесь все же это более что-то приятное. Это могут быть и признания в любви. Это могут быть какие-то подарки для вас. Это могут быть отношения, которые действительно вы, я понимаю, это не все. Но если была какая-то дружба для вас, мои дорогие водолеи, может быть очень ответственная неделя, когда вы будете, по крайней мере, ну так предположительно, как будут развиваться наши события, вот такие разговоры проводить со своим партнером. И вполне вероятно, кто-то из вас надумает, ну, мы решаем жить вместе. Кто-то узнает, что я жду ребенка, и эта новость тоже как-то будет менять отношения с вашим партнером. Но эта карта еще может также говорить о том, что вы можете и познакомиться для тех, кто один или одна. У вас ведь статусная карта, то, что вам помогает. Поэтому будьте внимательны к событиям извне, которые к вам приходят, к вашему социуму. Понятно, деньги, работу тоже без внимания не оставишь. Неделя, которая проходит с учетом королевы Земли в спокойном ритме, в приятных каких-то энергиях. Но вы все равно решаете какие-то очень важные вопросы. А для тех, кто один или одна, определенно нужно выйти как из какого-то одиночества или словно из замкнутого пространства. Может быть, расширить свои горизонты, продумать, где, с кем я могу познакомиться. Если для вас этот сольный вариант, точнее, он вам уже изрядно поднадоел. Давайте откроем совет. Вот что-то невозможно продолжать. Что-то невозможно, какая-то есть невозможность, которая для вас, может быть, потребует отказа. Или, может быть, как новая идея, которая к вам приходит. Нам все-таки тройка Земли ведь выпала, чему сейчас не время. И мы как раз говорили, что мы бросаем что-то одно и вот с полностью головой как будто ныряем во что-то другое.
И это вот какое-то новое направление или вот такое резкое переключение на другой какой-то вопрос. Это может быть чревато потерей времени, мои дорогие, потому что, ну, не все то, что вы где-то на импульсе решив, что, ох, это для меня какой-то вау-проект, на самом деле окажется таковым. И ведь девятка, я тоже сказала, вам придется где-то отделять зерна от плевел на этой неделе. Быть очень внимательным, чтобы не попасть в просак. Или буквально пятерка. Если мы говорим с вами, что да, есть какая-то история со знаком минус, так она, значит, не будет повторена. И если были какие-то глубокие сожаления или желания вернуть какие-то отношения, для кого-то из вас тогда карта будет говорить, это тоже невозможно. Сколько ни думай, ты не вернешься в прошлое, и прошлое не вернешь. А может быть, та какая-то прежняя история, она уже все, она завершилась, а у твоего бывшего партнера, я, к примеру, говорю, там уже пошли какие-то другие планы. Но у вас-то на пороге новое качество жизни, поэтому не оглядывайтесь назад. Поэтому и 20-й старший аркан. Давайте я еще одну карту, как совет вам достану. Возможность увидеть. Вот посмотрите, две карты. Все то, что я говорила. Есть то, что невозможно продолжать. То, что не может быть как возрождено или заново начато. Но есть новая возможность. Посмотрите. Это как дождь какой-то счастливый. Может быть, у кого-то и финансовый вопрос так решается. Но, тем не менее, это именно возможности. И ваша задача их увидеть и воспользоваться. Как и в личной жизни, так может быть и по работе, по вашим проектам, планам и финансам. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.